сейчас покажу такую хорошую игрушку, называется Транспоз. Сразу скажу, она мне досталась бесплатно, когда их в какой-то момент раздавали на Стиме, там было пара дней, она висела. Можно было добавить себе библиотеку. Так она стоит рублей 400. А я решил записать этот видос, потому что, во-первых, нет на русском ничего о ней. А во-вторых, она достаточно оригинальна в том плане, что даже на ПК я не припомню игры с подобной механикой. Здесь мы будем играть кучей своих же двойников. Я уже начинал играть. Я покажу, наверное, один уровень, больше не буду. И то, если я на нем зависну, то просто покажу, как это работает. Потому что тут не всегда очевидно, что делать нужно. Суть в том, что у нас есть уровни. Меня сразу загрузило в окружение. Вот. Вот один из уровней, там, соответственно, перемещение стандартное. Можно телепортами, можно на локомоушен ходить, как я сейчас делаю. Игрушка достаточно красивая. Здесь есть музыка. Правда, ее почему-то не слышно. Вот, в чем суть? Суть в том, чтобы лучи вот оттуда довести вот сюда. Вы сейчас поймете, о чем я говорю. Это сложно изначально для понимания. Платформочки, которые могут ездить. Значит, в чем вообще механика игры, почему я о ней рассказываю? Здесь вся механика завязана на взаимодействии с двойниками. Сейчас вот я один, но мы можем сделать следующую вещь. Когда я нажимаю на B или на Y, у меня возникает вот такая вещь. Либо записать свои действия, либо их отклонить. Если я запишу их и выйду сейчас из вот этого круга, то у меня появится двойник, который делал то, что делал я перед этим. Это выглядит примерно вот так. Вот он, начал бегать. Соответственно, здесь есть разного рода головоломки, так сказать, которые будут использовать эту вещь. Вот он сейчас бегает, сразу показываю, как его удалить. Пока, наводишь на одного из них, а их будет много, и дергаешь. Все, он удалился. Это бывает важно, потому что не всегда верно записываешь движение. То есть логика какая? Когда ты что-то сделал, ты в конечном итоге либо просто сбрасываешь все на начало, либо и ничего нет, как видите, да, либо сделал что-то верно и записал действие двойника, и сам пошел делать что-то еще. Можно сделать так, чтобы их тут бегала пачка. Я сейчас сразу показываю, как это работает, потому что не факт, что я вообще этот уровень пройду. Вот, и то же самое. Сейчас их будет двое. Сейчас я выйду, они начнут тут на пару бегать. Вот. И отсюда можно видеть, какой здесь чего делает. И еще здесь есть такая вещь, как перемотка времени на левой руке. Это в тот момент, когда долго ждать каких-то действий, она используется. То есть, если сейчас сброшу на начало все, то они опять будут вдвоем сейчас бегать, я могу их ускорить. Вот, они начали бегать быстрее. Вот, сейчас я их удаляю. Это просто выбираем и оттягиваем. Я когда пробовал в это играть гораздо раньше, я не мог понять вот этого взаимодействия, поэтому решил, что это кому-то может быть полезно. Вот сейчас у меня может быть этих 3 копии. В следующих уровнях из того, что читал, их там будет до 8. Тут даже не сразу понятно, что делать надо. У нас есть вон такие белые порталы, в которые мы можем перемещаться. Короче, я там тупил, чтобы перемещаться между вот этими 4 порталами, они потом с какого-то уровня появятся. Делается следующее. Ты выбираешь новую точку рождения. Вот, сейчас я выбрал. И сбрасываешь, не записывая. И ты окажешься сейчас там. Вот. Нет, блин, да. Оперный театр. Вот, сейчас прокатило. Короче, это надо делать внимательным образом. Так, тут у нас есть какой-то рычажок, который, по-моему, должен двигать платформочки. Да, вот она, платформа едет ко мне. Там, по идее, надо будет перескочить с одной на другую быстро, наверное. Надо посмотреть, что вообще есть.
Можно остановить на середине пока. Ну-ка. Пускай он там стоит. Так, перемещаемся туда, выбираем. Так, и не записываем. Вот, сейчас перемещаюсь. Все, я вспомнил, как это работает. Здесь еще один такой же рычаг. И он тоже смещает платформу. А что будет, если они совпадут, интересно? То надо проверять. Так, сходим, глянем, что там есть. Выбираем и не записываем. Оп, я переместился. Так, а тут у нас вот, собственно, тут в чем смысл? Вот этот кубик надо запихнуть. Там вначале была такая круглая хрень на входе. Надо взять этот кубик, отнести туда. Можно, кстати, допустим, положить его вот так. Он тут будет лежать, да. Так, сейчас, а как это сделать? Как это сделать? Как это сделать? Там у нас есть два рычага, которые двигают платформу. Вот этот двинет туда, а тот двинет туда. То есть нам надо... Ой-ой-ой. Сейчас еще раз вернусь сначала. Так, не записываем ничего. Не прокатило что-то у меня. Вот. Нам надо тот кубик положить вот в эту штуку, которая прямо на входе. Тогда там ударит сверху луч в эту штуку, во вторую откроется дверь и все заработает. Вот у нас одна платформа и вторая платформа. Так, сейчас идем туда. Я не зря сказал, что на каждом из уровней можно тупить довольно долго. Ну-ка еще раз. Да блин, берись. Сейчас глянем, докуда он доезжает, до конца, скорее всего. Игрушка такая из разряда на подумать. Когда во все переиграли, а хочется чего-нибудь такого необычного, можете попробовать ее. Ну, тут платформа доходит до конца, очевидно. То есть нам надо сделать следующую вещь. Один двойник у нас должен довести ее до центра. И потом же ее нажать, чтобы эта штука поехала назад. Второй двойник должен сделать там то же самое. И в этот момент еще надо как-то себе реальному передать этот кубик. Так. Сейчас будем думать. Я так и не понял, что он делает на пересечении платформ. Мешают они друг другу или нет. Ну-ка. А он же сбросит, да? Он платформы сбрасывает. Падла. Так, ладно. Они, кстати, по-моему, на разной высоте. Значит, мешать друг другу они не должны. Значит, если это так, скидываем все по дефолту. Здесь первый двойник у нас будет ставить на середину платформу. Запишем это действие. То я поставил. Сейчас мы ждем, пока она доедет до середины. Все, она и дальше не едет. Ждем какое-то время. И отправляем ее назад. В принципе, свое дело он сделал. Так, записываем этого чувака. Все, теперь, чтобы не случилось, он будет делать вот эту штуку. Так, с этим понятно. Первая часть, можно сказать, сделана. Теперь то же самое нам надо сделать со второй платформой. Идем туда, меняем точку воскрешения, так скажем. Если мы сейчас посмотрим... я опять не переместился. Что-то какой-то у них баг с этим определенно есть.
Ну, стой, что ты? Ладно. Тут надо будет много вырезать. Очень много. Вот, переместился. Только зачем-то на начало. Там видно, что... Вон там видно, что чувак делает, что ему сказали. Здесь делаем то же самое. Даже сейчас я сброшусь, чтобы лишнее не писать. И нам надо тоже... Что ты? Руки уезжают. Нам надо... Вот, чел пошел там делать свое. Здесь мы делаем то же самое. По сути, нам надо где-то так вот на середину поставить платформу. Мы хоть сейчас глянем, мешать они друг другу или нет. Вот, нам надо будет оттуда успеть перепрыгнуть, короче, на нее. В принципе, и все. И оно поедет назад. Так, то есть тут тоже можно запись останавливать. Теперь у нас два чувака, они делают каждый свое. Отлично. А теперь нам надо просто идти туда и кубик забрать и положить, куда нам было нужно. Сейчас только нам туда телепортнуться, было вообще хорошо. Так, переехал я туда, берем кубик и ждем. А в это время вот платформа поехала, они делают то, что нам надо делать, то, что должно быть. Только, да, тут есть телепортация, вот она, раз. Ну, собственно, они нажимают сейчас то, чего надо. Я думаю, общий смысл вы поняли. На самом деле, стоит попробовать. Такая забавная игрушка. Скажем так, необычная. Вот, и он там нажимает свой. Можно ускорить, чтобы было, чтобы быстрее они все делали. Как бы, чтобы не ждать, если... Там есть уровни вертикальные, например, достаточно высокие, когда реально долго ждать, пока один там добежит, что-то нажмет. Вот, а дальше мы берем и этот кубик запихиваем. Кстати, еще надо попасть. Стоп. Ну-ка. О, попал. И вот, ударил у нас тут откуда-то луч изнутри. И, собственно, заходим в эту дверь. Этот уровень пройден. Сколько их там таких еще, я не знаю. Подсказочки всякие выскакивают. К сожалению, вся игра на английском. Поэтому я и решил записать. А здесь показан как бы внешний мир, по которому мы открываем комнаты. Вот два луча тут открыто, а там я сейчас покажу. Полностью пройден уже первый мир. Тут достаточно весело ходится, на самом деле. Там я уже прошел, вот она дорожка, там, по-моему, 5 или 6 комнат было подобного рода, но они в основном воспринимаются как обучение. Можно телепортами, чтобы быстрее было. Вот, здесь открывается такой же проход, там у нас 5 комнат, из них 5 или 6, 5. Из них один луч бьет туда, там еще у нас 5 комнат. Я думаю, что там он еще 5 комнат, то есть в игре, наверное, на уровне штук 15. Я, скорее всего, буду проходить полностью. Тем более, все равно сейчас особо играть не во что. Вот, поэтому, надеюсь, это видео кому-то пригодится, чтобы вообще понять, что тут происходит. Кстати, или еще попробовать один. Ладно, давай сейчас я зайду в ту дверь, просто покажу, что там дальше. Ну-ка, а здесь? Каждый уровень называется вот так вот однословно обелиск. А там? Да, еще такая вещь, тут до этого обучения будет показано. Вам добавил, сейчас у нас 3 копии есть. Вот у этого чувака, если забрать сердце, у нас станет 4 копии. На что он там забирается? По-моему, на триггер просто. Да. Вот, и у нас добавился еще один браслет. Так вот, и в конце будет 8. Я думаю, что там вообще будет мозг взрываться. Ну там портал у нас. Ну, как вы понимаете, это надолго. А это что? Я сейчас-то проходить не буду. Что делает этот рычаг?
Это он портальчики, которые можно менять. О, там что-то новенькое добавилось. Ну-ка. Там какой-то чел, я, кстати, не знаю, зачем он, что он там делает. Так что в этой игре еще... Судя по всему, это какая-то копия, которая что-то там исполняет. В общем, надо разбираться. Ладно, на этом все. Кто любит головоломки, необычные вот эти вот шизанутые, можете купить, поиграть. Так, как отсюда выйти?